Волчица не двигалась в течение нескольких дней, после чего этот мужчина заглянул под нее и вызвал полицию. Эта история произошла в национальном парке Джордж Майт в Калифорнии, США, известном своими впечатляющими водопадами, скалистым ландшафтом и дикой природой. Главный герой этой истории — Чарльз, 45-летний лесник, посвятивший себя охране природы и заботе о животных в парке. Он был одиноким человеком, но любил свою работу и был доволен тем, что делает что-то полезное для мира. В один холодный осенний день в лесу Чарльз делал свой обычный обход, когда услышал странный звук. Это был тихий и слабый стон, как будто кто-то страдал. Чарльз последовал на звук и вскоре увидел лежащую на земле неподвижную волчицу, удивительно одинокую. Чарльз подошел поближе, чтобы посмотреть, что с ней, но волчица зарычала и своим поведением дала понять, что не хочет видеть его рядом. Похоже, волчица защищала что-то под собой. Чарльз не сдавался и решил подойти поближе. Когда он приблизился к волчице, он не боялся ее, понимая, что хоть она и хищница, она не причинит ему вреда, если не почувствует угрозы или опасности. Поэтому он осторожно подошел, дружелюбно настроенный, пытаясь передать животному, что не причинит ему вреда. Кроме того, Чарльз держался на безопасном расстоянии и не пытался дотронуться до нее без разрешения. Это позволило ему приблизиться, не получив от нее укус. Важно помнить, что хотя многие животные могут быть дружелюбными к людям, они остаются дикими и могут быть опасны, если почувствуют угрозу или опасность. Поэтому всегда важно быть осторожным и уважительно относиться к животным, когда находишься на их территории, стараясь их не беспокоить и не пугать. Когда он подошел достаточно близко, то увидел нечто потрясающее. Под волчицей лежал человеческий младенец, укрытый ее теплым мехом. Чарльз не мог поверить своим глазам. Как этот человеческий ребенок оказался здесь? Как он был найден волчицей? Эти вопросы оставались без ответов, поэтому Чарльз мог лишь благодарить Бога за то, что ребенок был найден. Мужчина не знал, что делать, но понимал, что нужно действовать быстро. Он достал телефон и вызвал полицию, а пока ждал их приезда, остался рядом с волчицей, успокаивая ее мягкими словами. Волчица, похоже, чувствовала себя очень комфортно с малышом, обращалась с ним как со своим детенышем, согревала его и время от времени вылизывала, когда ребенок плакал. Наконец, прибыли офицеры, и Чарльз с облегчением пошел им навстречу, чтобы объяснить увиденное. Сперва полицейские решили, что это розыгрыш, ведь такая сцена казалась невероятной, пока они не увидели все своими глазами. Подойдя к волчице, офицеры действительно нашли ребенка под ней. Волчица, похоже, не двигалась несколько дней, чтобы защитить брошенного младенца. Полицейские вызвали скорую помощь и представителей социальной службы, чтобы забрать ребенка, а волчицу отвезли в местный приют для ухода за ней. Благодаря вмешательству Чарльза ребенок был спасен. Материнская любовь — могучая сила, которую можно встретить у многих животных, не только у людей. Материнская любовь волчицы спасла жизнь этого брошенного ребенка и дала ему шанс на будущее. Хотя волчица и не была биологической матерью ребенка, ее материнский инстинкт заставил защищать и заботиться о нем как о детеныше. Это доказывает, что материнская любовь может преодолеть даже самые сложные ситуации и дать надежду. Конечно, неизвестно, как этот ребенок оказался в лесу, но, вероятно, он был брошен безответственной матерью. Сейчас ребенок в порядке и ожидает усыновления любящей семьей. Хорошо известно, что в природе нет границ, и там можно встретить много чудес. Порой даже домашние питомцы обладают необычными особенностями. Матери в природе яростно защищают свое потомство, кормят, чистят и заботятся о них.
Во второй истории мы столкнулись со случаем, когда волчица умирала от горя в своем логове, а ее вожак-самец не знал, как помочь. Все ее новорожденные волчата погибли за одну ночь по неизвестной причине. Такие вещи случаются из-за смертельных инфекций. Волчица все еще была кормящей, в ней сохранялась материнская любовь. Она отказывалась есть, несмотря на все старания волка принести ей свежего мяса. Вожак был готов умереть за свою волчицу, но был бессилен перед ее горем. Однажды вечером, пробираясь через заросли, волк вдруг своим чутким слухом уловил незнакомый звук. Осторожно двигаясь на звук, он нашел его источник — крошечный брошенный детеныш посреди леса. Неясно, кто оставил щенка там, но он явно был на грани гибели. Волк сел перед щенком. Бедняга дрожал всем своим крошечным тельцем. И тут волк понял, что должен делать. Он осторожно взял щенка зубами и быстро скрылся в чаще леса. Он точно не знал, что делает и зачем. Скорее всего, просто следовал инстинкту. Волчица даже не подняла голову, когда ее партнер вернулся. Она теряла силы, но тут волк положил маленького пушистого щенка перед ней. Тот не пах волчонком, но был беззащитным детенышем, испуганным и голодным. Почуяв молоко, щенок отчаянно пополз к волчице и, найдя сосок, громко зачмокал. Волк с удивлением наблюдал, как в глазах его подруги вновь зажглась искорка, и она тут же начала вылизывать щенка. Две потерянные души нашли друг друга. Щенок быстро стал членом их семьи. Рожденный от собаки, он превратился в сына волков. Волчица быстро окрепла, обретя смысл жизни. Она начала есть, пить и играть со щенком. Мать взяла приемного сына в пасть и вместе с партнером отнесла в убежище к остальным членам стаи. Увидев волчицу с щенком, все поняли, что он не из их вида. Некоторые хотели выразить неодобрение, но волчица положила щенка на землю и свирепым взглядом и оскаленными зубами дала понять свою позицию — щенок останется с ними. Месяцами эта мать могла в полной мере выполнять свою роль, дав ему все, что могла. Она научила его жить с волками, охотиться, как они. Вскоре щенок был принят всей стаей. Он оказался умным и быстро учился, даже превзошел некоторых молодых волков. Но, несмотря ни на что, щенок оставался верен своей приемной семье и волчьим инстинктам. Все это вполне логично, ведь генетически собака — это волк, который миллионы лет назад был приручен человеком. Поведение собак меняется в зависимости от условий. Бродячие собаки ведут себя так, чтобы сохранить связь с людьми и отчасти зависеть от них в поисках пищи. Обычно они ведут одиночный образ жизни, поскольку им не нужны стаи для охоты. Но при возможности вдали от людей собаки возвращаются к диким инстинктам, что делает их очень близкими родственниками волков. Поэтому эта собака смогла адаптироваться и вырасти в волчьей стае. Эта история демонстрирует многое, в том числе доброе сердце волков и их чувство сообщества, а также то, что собаки приспосабливаются к окружающей среде, будь то дикая природа или большие города среди людей. Дорогие зрители, а вам понравился материнский инстинкт у этих волчиц? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.